Добрый день, друзья! Сегодня долгожданное видео о удобрении орхидей. Этот эксперимент мы начинали примерно в прошлом году в июле. И это еще будет ответом на вопрос спонсора Людмилы Алферовой. Как же системно удобрять орхидеи? Для того, чтобы начать рассказ о удобрении, я вам покажу, как же зацвели у меня орхидеи. Те орхидеи, 20 штук, которые мы с вами удобряли, они все будут находиться на этих полках. Кто-то из них уже цветет, у кого-то только начинается цветение или еще не распущенный цветонос. К сожалению, у меня была ротация на полках, поэтому я не могу вам выбрать те 20 орхидей, которые стояли. Но вы их все увидите. Там будет Андора, там будет 3 мини-орхидейки, которые мы с вами спасали в прошлом году после 8 марта. Кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше, но цветоносы выпустили все. И зацветают практически все. Здесь тоже у меня стоят орхидейки, которые я удобряла тоже этим же способом. Здесь их немного, но тоже есть. А теперь давайте пройдем по одной большой полке, которая находится у меня в комнате, и заглянем на мой балкон. Это большая полка, которая находится в совершенно темной комнате. Над ней висит лампа Марс Гидра. Сейчас я ее выключу, потому что очень неудобно снимать, слишком много света. Вы ничего не увидите. На этой полке находятся орхидеи, купленные и в прошлом году. И там на заднем плане видно Шанхай, который у меня уже более 16 лет. Орхидейки, которые у меня живут 5-6 лет. В общем, разные. Попадется где-то кот, у которого 2 цветоноса. И это его первое домашнее цветение. Гойя, маленькая мелодия, Magic Art, КВ Бьюти, очень красиво расцвел Pink Dream. Я вам обещала показать, когда он распустит все свои цветочки. Вот сейчас он распустил все свои цветочки. И еще Ferrara. Где-то еще цветоносы не распустившиеся. Ну а кто-то уже распустил все свои цветы и радует меня полным цветением. Мы перешли на балконные полки, стеллажи. На балконе у меня стеллажи. Бабочка Повороте. Здесь стоят, вот здесь желтенький цветок. Это я покупала в этом году, некуда поставить, поэтому стоит здесь. Потом большое количество мини-орхидей. Вы знаете, что они у меня почти все в лодочках. Ну, не все, но почти все. Жалко, что мини-орхидейки цветут очень недолго, но зато красиво. И нижняя полочка, там тоже уже все расцветает. Немножко свет перебивает освещение, потому что вот там на дальнем плане стоит орхидея с 2 цветоносами, такая нежно-розовая, как раз таки ее и плохо видно. Это та орхидейка, которую мы с вами пересаживали последнюю из закрытой системы, из коры. Вот второй цветонос. И вторая сторона, второй стеллаж. Здесь, правда, тоже стоит Лимпопо. Если где-то вы не видите там цветоносов сзади, они есть, они еще просто не очень большие.
Есть там тоже цветоносы, все зацветет. Вот когда все зацветет, тогда еще раз покажу вам. На второй полочке тоже мои любимые лодочки. Также не все еще цветут. И в нижней части тоже пока небольшое цветение, но зато видно, что цветоносов много. Это примерно 1/3 от всех орхидей, которые цветут. Но если я вам буду показывать и рассказывать по каждой орхидее, это видео просто займет 2 часа. А нам с вами нужно поговорить именно об удобрении. То есть систематизировать, что мы делали в течение 8 месяцев и какими удобрениями мы пользовались. Начинался эксперимент с 20 орхидей, которые мы сначала удобряли удобрением Фертика. Правда, там была упаковочка в 100 грамм. Сейчас я по зиме не нашла такой упаковки в 100 грамм, поэтому взяла маленькую, но удобрение было универсальное. По количеству азота, фосфора и калия оно было 18, 18, 18. И здесь еще большой набор микроэлементов. Удобряли мы примерно таким удобрением 2 месяца. Ну, что такое 2 месяца? Все относительно. У кого-то получается 2 месяца, у кого-то 3 месяца. Потому что, например, у меня между поливами проходит летом от 7 до 10 дней. А кто содержит орхидеи в коре, там может быть значительно более длительная просушка. Но в любом случае, если вы, например, поливаете через 10 дней, то каждый второй полив. То есть 1 раз мы поливаем водичкой простой, 1 раз с удобрением. Если вы, у меня, например, за 2 месяца получилось там подкормить их 4-5 раз. Ну, кого-то больше, кого-то меньше. Потому что вот в таких маленьких горшочках полив получается быстрее. И тогда я корректирую полив. Раньше, чем через 2 недели, удобрять нельзя. То есть между поливом с удобрением должно пройти обязательно 2 недели. Иначе орхидея просто не усвоит и не переработает эти удобрения, которые мы внесли вместе с поливом. Не волнуйтесь, если у вас получается это более длительный период. Ничего в этом страшного. Если вы за 2-3 месяца успели удобрить ее не 4 раза, а всего 3, этого тоже будет вполне достаточно. Потом я сделала 20-дневную просушку именно этих орхидей, которые я удобряла. Ну, скажу вам сразу, я удобряла сразу не 20 орхидей, а практически все орхидеи, которые уже отцвели. То есть их было значительно больше. Ну, просто показывала я вам 20 орхидей, потому что на стол поместить 50-60 орхидей просто невозможно. Ну, просто я со всеми орхидеями так поступаю. С теми, которые уже отцветают. Которые переходят, например, от зимнего цветения к подготовке к следующему зимнему цветению. Хотя бывает очень интересно. Бывает, что мини-орхидейки, они за сезон успевают, то есть за год, не за сезон, а за год, успевают процвести 2-3 раза. Поэтому там тоже так же получается, но они выпускают цветоносы быстрее. После полива с азотным удобрением длительная просушка. Перед просушкой еще вам хочу рассказать. Я использовала на других орхидеях вот такое удобрение Плантофит. 30-10-10. Значит, здесь 30 азота, 10 фосфора и 10 калия. Хочу вам сказать, что разницы большой между вот этим и этим удобрением я не почувствовала. И еще есть одно удобрение, о котором я хочу сказать отдельно. Оно появилось в продаже в фикс-прайсах. Вот такое удобрение для орхидей. Вот этим удобрением, на нем даже написано здесь, но написано очень мелко, и оно у меня открыто. Не буду вам показывать, что здесь написано. Если у кого-то есть такое удобрение, просто почитайте. Оно с гуматами. И вот здесь черным по белому написано, что с гуматами можно удобрять 1 раз
в месяц. Поэтому мне больше нравится использование вот таких двух удобрений. Для меня это проще и эффективнее. Теперь переходим к просушке. У меня получилось так, что у меня не было 20 дней, и дочка поливала орхидеи, но я ей сказала, вот эти именно орхидеи не трогать вообще. Там была целая комната орхидей, действительно их было штук 60. И они стояли на просушке. Ничего с орхидеями за 20 дней просушки не случилось. Я вам сразу их показывала. Кстати, все подсказочки и все видео, и, наверное, даже плейлист я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Кому захочется проследить всю историю, можете посмотреть, там все пошагово. Я рассказываю там каждый месяц, то мы делаем это, то мы делаем вот это. И сегодня просто уже такое конечное видео с цветением. После просушки я приехала и начала удобрять уже с другим удобрением. Я использовала, показывала я вам вот это удобрение. Ой, оно рассыпается у меня. Кот прогрыз дырочку. И уж простите, оно рассыпается. Значит, я использовала вот такое удобрение для томатов. Вот для этих 20, которые мы с вами продолжали дальше удобрять и следить за ними. Вот такое удобрение для томатов. Здесь присутствует и... Сейчас аккуратно поверну. Здесь присутствует азот, фосфор и 36% калия. Соотношение азота 7,5, 12 фосфора, 36 калия. Да, прекрасно работает и такое удобрение. Это кристаллон фирмы Фертика. И здесь, опять же, богатый состав микроэлементов. Но при использовании этого удобрения выпуск цветоносов немного задерживается, потому что здесь все-таки присутствует азот. То есть, если я удобряла, сейчас покажу вам другое удобрение, мое любимое. Если я удобряла тем удобрением, то буквально через месяц-полтора появились цветоносы. Здесь, вот с азотом, появились цветоносы через 2, 2,5-3 месяца. Ну, конечно, это еще все зависит от орхидей, но я рассказываю вам то, что получилось. Но здесь есть микроэлементы. Но мое любимое удобрение, конечно, это монокалий фосфат. Я купила себе уже такую большую упаковку полукилограммовую. Кстати, купить полкилограмма получается дешевле, чем покупать вот в таких маленьких пакетиках. И одну часть орхидей я удобряла этим удобрением, другую часть во второй или даже в третьей фазе эксперимента я удобряла монофосфатом калия. Удобрения это буйские. Мне очень нравятся такие удобрения. Во-первых, они по ценовой политике очень хороши, они недорогие. Если Фертика стоит 100 рублей 100 грамм, то полкилограмма монофосфата я купила за 138 рублей, по-моему. Ну, что-то до 140 рублей. Вот полкилограмма, не 100 грамм. Но так как в этом удобрении присутствует только фосфор и калий, я на первой стадии что делала? То есть у меня им получилось удобрять примерно месяца 2, 2,5, 3. Ну, это зависит опять от орхидеи. Сейчас расскажу, как я это делала. Вот это удобрение я вам не показывала, как я удобряла. Я просто остальные орхидеи удобряла вот с этим удобрением. Не те экспериментальные. Первый раз я добавила к этому удобрению действительно гумат калия. Только один раз при первом поливе. Потому что ну, везде в хороших источниках даже пишут, что гуматом нужно удобрять не в месяц раз, а один раз в 3 месяца. Поэтому при первом поливе я добавила гумат калия, больше не добавляла.
точно так же поливаем через полив. Один раз чистой водой, один раз, например, с монофосфатом. После этого я добавляла вот такие же буйские удобрения. Они тоже не очень дорогие. Такой пакетик стоит от 20 до 30 рублей. Здесь 5 грамм, и так как я развожу почти на 10 литров, здесь всего идет 1 грамм на 10 литров. То есть мне одного пакетика хватило практически на все поливы. И дальше я поливала через полив, один раз чистой водой, один раз опять монокалий фосфат, плюс вот такие микроэлементы. И микроэлементы я добавляла до появления цветоноса. Вот проклюнулся цветонос, я убрала микроэлементы. Значит, уже достаточно орхидеи микроэлементов, она понимает, что ей всего хватает для роста цветоноса. И дальше поливала только этим удобрением. До того, когда начинают расти и хотя бы первый бутон начинает формироваться. Он такой становится уже, прямо видно, что будет цвести. Сейчас сниму с полочки орхидею и покажу, до какого состояния бутонов я пользуюсь вот этим удобрением. Вот этот бутончик завтра уже распустится. И последний раз я его поливала примерно неделю назад. Он был вот в таком состоянии. Вот когда в таком состоянии бутончики, я перестаю удобрять совсем. Я вам сказала, что я поэкспериментирую, можно ли удобрять после того, как начинают распускаться бутоны, можно ли удобрять микроэлементами. Я пришла к выводу, что этого делать не нужно. Поэтому как только начинается распуск цветов, мы убираем все удобрения. Почему я пришла к такому выводу? Я как-нибудь обязательно сниму видео отдельно про микроэлементы. Но есть микроэлементы, которые влияют на рост растения. И если мы будем продолжать с этими микроэлементами удобрять, то вот те процессы, которые происходят в орхидее, они могут замедлять распуск бутонов, могут подсушить бутоны, потому что они не перейдут прямо в стадию роста, но могут решить, что на данный момент бутончики им не нужны. И может быть даже отсушка бутонов. Поэтому, когда начинается распуск бутонов, мы перестаем удобрять любым удобрением. И ждем красивого цветения наших орхидей. Хотелось бы, чтобы у вас зацвели орхидеи примерно так же, как цветут они у меня. Когда заканчивается цветение, мы это повторяем. Опять все идет по кругу. Но это мы делаем только со здоровыми орхидеями. Если у вас орхидейки были, например, реанимашки, и вы их обрабатывали каким-то фунгицидом, максимом, привикуром, фундазолом, их очень долго нельзя удобрять. От 3 до 4 месяцев после использования таких фунгицидов нельзя орхидею не удобрять, не стимулировать к росту, не стимулировать к цветению. Поэтому имейте в виду, проходит это время, вы спокойно начинаете тогда заниматься удобрением орхидеи. А это можно делать только на совершенно здоровом растении. Надеюсь, что кто начинал этот эксперимент вместе со мной, у вас тоже зацвели орхидеи. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и расскажите в комментариях, как цветут ваши орхидеи. Будем наблюдать за моими орхидеями дальше. Покажу вам цветение еще своих орхидей поподробнее. Так что до новых встреч. Увидимся на канале.